Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Как всегда, я начинаю свое видео с красивого. Сегодня у меня красивый виноград. Он еще не созрел, но вот созреет. Я вчера попробовала, он такой кисловатенький немножко, но уже немножко появилась сладость. Но в магазине бы я такой не купила. Кислый все-таки еще пока. У меня сегодня по плану несколько дел. Я буду сегодня выкапывать всю морковку и буду выкапывать батат, который вот слева у меня накрытый укрывным. Начну с морковки, потому что на батат силы много надо, а то я устану и до морковки не дойду. А кроме того, здесь укрывной с утра еще в росе. Я решила, что пусть он подсохнет, а я пока посмотрю, что же у меня выросло за морковка. Ботва у нее, конечно, знатная. Она не болела у меня в этом году. Но потому как я выдергивала предыдущие несколько морковок, что-то не дергается у меня вот даже. Надо будет выкапывать, что ли. Они вот все у меня коротенькие, рогатенькие, какие-то никакие. Есть прям толстые такие, кажется, что не выдернешь. А они выдергиваются, потому что они короткие. Видите, вот здесь вот я несколько сортов там несколько раз сажала, она не всходила у меня, поэтому тут у меня вперемешку. Но все-таки все больше один сорт, вот такой вот, как сейчас выкопала. Коротенькая морковка. Такое ощущение, что еще пол морковки не хватает. А здесь, как говорят в американских фильмах, few moments later. Это я уже выкопала, чуть меньше половины грядки. Видите, какая морковка? Я прямо обхохоталась над каждой. А не каждая какая-нибудь особенная или совсем маленькая. Здесь вот прям просится еще часть морковки, которая вроде как не выросла. И она не выросла у всех. Вот эту, которую я вам выкопала, вторую морковку, она, наверное, единственная была нормальной, правильной формы. Но, может, еще одна такая же попалась. Ботвы гораздо больше, чем морковки. Смотрите, эта морковка прям любительница ботвы. Видите, 3 этих таких вот точки роста ботвы у нее. Ботву они нарастили знатную в этом году. А так вот, не хватает полморковки прям. Если бы была в длину она нормальная, вот потому как смотришь в ширину, в толщину она сверху, кажется, что она вот прям будет длинная, большая, хорошая, вот такая. А она никакая. Короче, у основной массы морковки вид не товарный. Я бы в магазине такую не купила. Вот единственные 2 штуки, которые более-менее правильной морковной формы. Остальные вот что попало. Я, еще полгрядки, даже больше полгрядки мне предстоит подергать. Вот уже все выдернула, сложила в тачку и решила вам показать. Это какой-то ужас. Она вот таких прямо много. Толстая, рогатая. И ботвы, часть грядки тут у меня вскопана, я закрыла, замульчировала. И предстоит мне еще дальше копать, остатки ботвы заложу, тоже замульчирую эту грядку, чтобы меньше росла трава. А у меня было еще, я не знаю, там краешек грядки только взошла морковка. Вот там побольше, более-менее ровной, тоже, смотрите, какая стесняшка выросла. Не морковка, а такая стеснительная девушка. Коса на улице. Теперь пора батата наступает. Надеюсь, что у него тоже не только ботва, как у морковки. Буду рассчитывать на то, что все-таки... с другой стороны, морковка-то у нас как бы уже привычная культура, а батат все-таки... Лето было холодное, поэтому я, с одной стороны, очень надеюсь на то, что он будет крупный, хороший, большой. С другой стороны, стараюсь свои надежды немножечко утихомиривать, потому что лето было прохладное. Хотя я ему все условия создала. И капельный полив, и в большие гребни посадила. Сейчас мне предстоит сначала обрезать всю ботву, потом разобрать эти грядки, там потому что пленкой накрыто. После этого надо будет убрать ленты капельные. И там доски еще в стежках, пока он был маленький. Я прокладывала эти доски, придерживали пленку, чтобы она не улетала, пока плети такие не нарастил батат.
Но вот следующий кадр, уже я 4 грядки от ботвы освободила. Целая куча у меня. Наверное, грузовик скоро загружу ботвой куда-нибудь. Но у меня нету грузовика. Вот видите, выглядывают тут бататины. Так-то хороший выглядывает. Но черт его знает, как получится. Может, это самые большие и есть, которые выглядывают. У меня у сестры в Брянске даже Победа 100 вырастает размером вот по локоть и толстые. А у меня Победа 100, совсем небольшие вырастают. Все-таки очень большое значение имеет температура. Вот фиолетовые листики, вот эти вот, которые я показывала, их можно отличить. Вот это Победа 100. У меня тут, 3 куста, по-моему, всего. Я сажала уже так. В основном у меня винницкий розовый я сажала, потому что он мне больше всех понравился. Он среднего размера, более-менее ровненькие плоды получаются. Нашла еще кое-где там цветущие ветки были даже, хотя у батата редко цветет. Но бывает иногда. Сейчас буду убирать ленту капельную, и дальше вам уже покажу, когда буду копать. Вот тоже выглядывает. Вот это как раз винницкий розовый выглядывает. Давайте посмотрим. Вот такой вот мне бы. Пусть бы все вот такие были. Их удобно чистить и резать небольшого размера. Очень большие тоже не очень хорошо. Я думала, это батат, это камень. Вот тоже винницкий розовый выглядывает. Но будем надеяться, что будет его нормально. В любом случае, сколько бы ни было его, я буду рада. Вот смотрите, здесь было 7 кустов. В этом ряду я уже первый выкопала. И здесь, конечно, первый куст меня очень разочаровал. Второй чуть получше. Тут и покрупнее плоды, и подлиннее. И маленьких тоже много. Тоже ладно, что есть, то есть. Вот. И дальше более-менее примерно как во втором кусту пошли. Где-то побольше, где-то поменьше. Вот. Видите? Это вот этот, который мы в самом начале вытащили из этого куста. Нормальные. Они, главное, что они ровненькие, потому что вот такие, которые закручиваются, вот как здесь, видите, сплелись все. Эти не очень хорошо. А вот ровные очень хорошо для того, чтобы чистить, готовить. Это самый лучший вариант. Но более-менее. У меня самый такой продуктивный сорт, как оказалось, винницкий розовый. Я не знаю, пишите, если вы сажаете батат, какой у вас хорошо сорт идет. Но опять же, это тоже зависит от прямо условий конкретных. Пока бегала туда-сюда от батата, там на веранду, еще мимо кабачков пробегала, нашла 5 кабачков. Тачку с морковкой я уже загнала на веранду, высыпала все на просушку. А на столе еще не дошли руки. Здесь у меня укрывной сохнет. Вот мимо кабачков хожу, они уже все в мучнистой росе. А все-таки еще плодоносят. Уже я собрала, часть винницкий розовый, так вот мелкий, и крупный, и мелкий в разные коробки отсортировала. И начала, видите, шнурков сколько. Это, конечно, у меня звезды. Это сорт афганец. Видите, какие здоровенные. Если бы еще поровнее чуть-чуть были. Смотрите, как закружился. Что он хотел этим сказать? Смешные, конечно, эти бататы. Каждый, их очень тяжело копать, они очень хрупкие. Здесь тоже винницкий розовый. Вот этот пурпл сорт, он фиолетовый внутри. Винницкий розовый, он белый внутри. Вот еще попался. Это тоже пурпл. Вот это порто амарелло. В основном там какие-то шнурки переплетенные, и какие-то прям шнурки, а не плоды. Не хватило им времени, чтобы вырасти, но уже скоро заморозки обещают. Видите, прям это целый куст, одни шнурки. Может, где-нибудь там на полметра в глубину я не докопала до плодов, но я уже и так уже без рук, без ног. Если честно, мне последняя грядка осталась. Надежд у меня на нее нет, потому что я сажала туда сразу росточками неукорененными. А все остальное уже показала, уже выкопала. Больше всего, конечно, винницкого розового, потому что я его и сажала больше всего. А остальные эти сорта, там Победа 100,
у меня Пурпл и Порто Амарелло я чисто сажаю для того, чтобы у меня всегда эти сорта не пропали, чтобы они были, потому что я по весне, чтобы окупить свои расходы на все дачные дела, немножко приторговываю рассадой. Уже 6 часов вечера, начинает темнеть, мы с Тресикой собираемся домой, везем урожай. Конечно, состояние никакое, ноги как руки, а руки как плети, как говорит одна моя подруга, но зато с урожаем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.